Как сделать так, чтобы муж вас боготворил? Есть всего 3 секретных ключевых момента. Первое. Вашему мужу должно быть с вами легко. И тут у большинства из вас появится возмущение. В смысле ему легко? Я хочу, чтобы мне с ним было легко. Сколько ошибок в отношениях он совершает. Это мне должно быть легко, это я устала. Подождите, если у вас возникли такие чувства, давайте разберемся подробнее. Но перед этим я упомяну вам следующие 2 важных момента. Мужчины боготворят женщин, которые эмоционально открыты, которые проявляют свои эмоции, но в верной форме. Про это в этом видео тоже сегодня разберем. И пункт номер 3. Мужчина всегда будет боготворить женщину, которая в постели, в сексе раскрепощена и правда получает оргазм. И здесь многие женщины подумают: но у меня его практически никогда не было. Нет, а может вообще никогда не было. Все, что ли, крест на мне, и меня никто не будет боготворить? Подождите, с этим тоже разберемся. На самом деле научиться получать оргазмы не так-то сложно, как вам может показаться. Я Корнеева Наталья, психолог. Этот канал про отношения. Если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и поставьте лайк, если эта тема вам полезна. Откуда берется легкость в отношениях? Как ее добыть? Особенно если вы живете уже долгое время, 10-15 лет, и ваш брак превращается потихонечку в мертвый брак. Эмоции пропадают, интересы общие уже неинтересны или их вообще нет и не было-то никогда. И если он для вас прочитанная книга, и вы для него тоже, вы знаете уже наперед, как он поведет себя в какой ситуации, и часть этого его поведения, часть слов, которые он говорит, вас тупо раздражает. Ну потому что уже достало, что одно и то же 20 раз на протяжении этих 10-15 лет повторяется. Повторяются одни и те же ошибки. Легкость в отношениях берется из навыка правильно ссориться и ругаться. Потому что факт ссор и конфликтов вы никак не избежите. Давайте договоримся с вами прямо сейчас и введем разницу между этими терминами. Ссора – это когда вы ругаетесь условно некрасиво, неправильно, обижая друг друга. Конфликт – это когда вы решаете какие-то острые для вас вопросы, при этом не обижая друг друга, через уважение. И в итоге вы приходите к решению. Вы либо находите решение, которое вам обоим подходит, либо вы находите компромисс, либо вы не можете найти решение, и тогда решением будет признать эту тему как вечный конфликт. Но вечный конфликт – это не что-то негативное. Это когда люди любят друг друга и согласны в том, что здесь мы пока не договоримся, но это не портит наши отношения. Да, такое возможно. А что же такое эмоциональная женщина? Может быть, это такая, знаете, базарная бабка, которая орет, матерится, ругается, бьет тарелки, или вот эти вот испанские страсти? Нет. Да, это, конечно, тоже эмоциональная женщина, но эмоции нужно уметь проявлять красиво, элегантно, деликатно. Проявлять их так, чтобы они вносили страсть в ваши отношения. Ведь женщина, которая всегда на все согласна, зайка, всегда угождает, уступает, она не будет интересной. С ней, может быть, и будет мужчина жить всю жизнь, но, скорее всего, он будет гулять от нее налево. Ну, потому что пресное это тесто. Поэтому очень-очень важно уметь проявлять эмоции красиво. Ведь большинство людей подавляют их в себе именно потому, что знают, что не могут проявить их верно, психологически верно. Проявить их так, чтобы человек знал, видел, что с вами происходит, знал, что вы сейчас злитесь, знал, что вы сейчас печалитесь, чтобы это было очевидно, но при этом, чтобы вы не оттолкнули вашего близкого от вас. И тогда люди из-за того, что боятся, что проявят эмоции слишком резко или как-то неверно, они что делают? Они их гасят в себе. И вот эти женщины, которые гасят в себе раз за разом эмоции, они становятся неинтересными. Но разве будет мужчина боготворить женщину, которая ему неинтересна? Нет. И третий пункт – сексуальность, оргазм.
Раскрепощенная женщина, которая не стесняется показывать свое тело мужчине, которая не стесняется заниматься сексом при свете, которая не стесняется пробовать разные позы и отказываться от тех, которые ей не понравились, и попросить своего мужчину заняться сексом с ней так, как ей нравится, в той позе, которая доставляет ей удовольствие, которая не стесняется мастурбировать при мужчине, которая не стесняется спросить, что ему нравится, и не стесняется отказаться делать то, что ему нравится, а ей нет. И самое главное, которая получает в итоге оргазм. Потому что если женщина все это сделала, разделась, телом своим наслаждается, секс, свет включен, все прекрасно, а оргазма в конце нет, то любой мужчина почувствует, что раз ты со мной не испытываешь эту наивысшую точку удовлетворения, значит, тебе со мной нехорошо. Разве будет мужчина боготворить женщину, о которой он будет думать, что ей с ним нехорошо? Нет. Как вы думаете, обязательно делитесь вашими мыслями, инсайтами в комментариях, которые для вас открыты, потому что ваши мысли ценны. Я стараюсь читать все комментарии и общаться с вами. Ну и самое главное, а как же стать такой женщиной? Как раскрепоститься эмоционально и научиться правильно их проявлять? Как получить оргазм? Особенно, если ты никогда его не получала, или если твой партнер не хочет постараться и сделать тебе это удовольствие. И как же научиться красиво конфликтовать, если в семье ты видела только ссоры, ругань или постоянное замалчивание своих эмоций и табу на злость? Не дай бог будет кто-то дома злиться. У меня есть курсы, которые могут вам помочь. Также я провожу консультации, веду людей в длительной терапии, я могу вам помочь. И всю информацию об этом я оставляю в описании к этому видео. И есть одна вещь, которую вы можете пройти бесплатно и получить массу пользы. Это первая моя ступень курсов про отношения. Она для тех женщин, которые в отношениях уже длительных, и где отношения разрушаются, становятся пресными, брак умирает, и люди начинают жить как чужие люди. Первая ступень курса для вас бесплатно. Регистрируйтесь и сразу начинайте смотреть видео.